Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про основы электротехники. Сегодняшняя тема – условно-графические обозначения полупроводниковых приборов. И первое – это у нас светодиод, самый что есть простейший из этого вида полупроводниковых приборов. На изображении слева я показываю, как выглядит на схемах и чертежах светодиод. Это стрелочка с параллельной ей палочкой. И все это дело в кружочке. Может быть и без кружочка. По-разному изображают, где-то по-старому, где-то по-новому. Где-то у нас в России, где-то за границей. Вот, и стрелочки идут от них. На изображении номер 2 можно увидеть, как правильно каждая ножка из них называется. Анод – это плюсовая ножка, катод – минусовая. Номер 3, картинка номер 3. Как выглядит самая простейшая схема светодиода. То есть ток идет по плюсовой ножке, переходит по отрицательной ножке катода, но обратно уже не сможет. Потому что придумала вот такая хитрая системка. А картинка номер 4 показана самая простейшая светодиодная, как сказать, технология. Следующий у нас это односторонний стабилитрон. И следом идет двухсторонний стабилитрон. По сути, функцию выполняют ту же самую. Пропускают ток в одну сторону, но не дают прохождение тока обратно. Вот. Ну, как правило, я лично такие стабилитроны не видел. Но вот функция у них тоже не менее очень интересная, особенно у двухстороннего стабилитрона. Как вы видите, на данном изображении слева показано анод и анод подводятся как друг на друга, но катод им не дает прохождения. Очень интересная технология, я лично не знаю, где такую применяют. Если кто-то знает, пишите в комментариях. Далее идет полевой транзистор с каналом P-типа. Вообще, полевые транзисторы с каналом P-типа, что-то подобное я уже рассказывал на своем предыдущем видео. Ссылки будут под видео и в описании к видео. Ну а сейчас, пожалуйста, обратите ваше внимание то, что данное изображение не только отличается от предыдущих, но уже и имеет, как сказать, следующие символы. Начнем для начала с схемы. Это, опять же таки, все это дело находится в кругу. Имеется стрелочка, которая идет от данного транзистора. Дальше идет параллельная им палочка и две ножки вывода под ним. И каждая из них ножка подписана. Например, Z это у нас расшифровывается как затвор, I исток, S сток. То есть, проще говоря, ток идет по ножке истока, попадает на параллельную палочку. Это называется база, еще реже как подложка. Вот. И в основном исток идет исток идет по стоку. Но если ток оказывается больше данных расчетов этого транзистора, то открывается затвор. И ток уже идет по затвору. Вот это более простыми словами. Такой самый простейший полевой транзистор с каналом P-типа. Что такое P-тип, я уже рассказывал в предыдущем видео.
ссылки будут в описании. Далее идет полевой транзистор с каналом эмалированным затвором N-типа. По сути, все то же самое. Те же ножки, тот же затвор, тот же исток, тот же сток. Вот, но тут ток заходит по ножке истока, упирается в базу и уходит по ножке стока, но при этом не соединяется с затвором. Схема очень интересная, но, как правило, у нас в машиностроении я лично такого еще не видел, поэтому полной такой профессиональной информации дать не могу. Но если в учебниках пишут о них, то я просто не мог пройти мимо и не рассказать об этом. Аналогичную ситуацию мы видим с полевым транзистором с каналом эмалированным затвором P-типа. По сути, устройство то же самое, только ток идет уже от транзистора. И вот всеми хорошо известный выпрямительный диод. Также еще стоп выпрямления. По сути, устройство очень простое. И где он встречается? Правильно, он встречается у генераторов. И суть его в чем заключается? Опять-таки, что такое генератор, я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео. Ссылки будут в описании к видео и под описанием под видео. Вот. Ну а сейчас, опять-таки напомню, диод. Его функция в чем заключается? Чтобы проводить электрический ток в одном направлении и не давать прохождения электрического тока в обратном. Вот. И диод устанавливают на генератор. И чем больше диодов установлено на генераторе, тем больше тем вероятность того, что пройдет ток из переменной в постоянный, выше. Ну, о таких сложных конструкционных моментах я буду рассказывать чуть позже. А сейчас пока усвойте ту основную информацию, то, что выпрямительный диод такого типа, самый простейший, служит для того, чтобы выпрямлять переменный ток, делая его постоянным. И следующий у нас идет диод туннельный. Об этом туннельном диоде я расскажу чуточку попозже. Вот, а пока что, пожалуйста, обратите ваше внимание, как он выглядит на схеме и чертежах. То же самое я могу сказать и о диоде обращения. Пожалуйста, внимательно посмотрите, как он изображен на схемах и чертежах. Следующий это варикап. Тоже есть отдельная темка по нему. Пожалуйста, посмотрите, как он выглядит схематично на данном изображении. И вот транзистор PNP типа и так далее. Ну, сделаю небольшое отступление. Вот предыдущее изображение, которое я вам привел, как правило, у нас в машиностроении мало где используется. Ну, по крайней мере, вот начиная от копейки и вот заканчивая нашими современными, вот эти приоры там, все остальные. Лично я не наблюдал, чтобы где-то эти диоды встречались. Я просто привел для общего ознакомления, то есть раскрыл данную тему диоды в целом. Теперь переходим к транзисторам, которые уже точно где-то встречаются уже вот в современных моделях автомобилей, уже где-то начиная там, например, как от приоры и выше. Транзисторы тоже есть такая
скажу пару слов, но чуть позже. А сейчас, пожалуйста, обратите ваше внимание, как он выглядит схематично. Также обратите внимание, то, что буквы вроде бы нам знакомы, вот Е, Б, С, но на самом деле это не русские, то есть не кириллица, а латиница, то есть A, B, C. То есть, ну, в общем, обратите, пожалуйста, на стрелочку. В данном случае буква Е у нас обозначает И, исток, то есть ток по этой ножке заходит, идет на базу, вот эту параллельную, то есть горизонтальную палочку, упирается в букву B, то есть базу, но туда она не проходит, ток туда не проходит, а уходит по истоку. Вот. Но тем не менее, ток, который идет откуда-то на ножку B, он проходит на ножку C. То есть, как сказать, сток. На ножку истока. На ножку истока, то есть, где идет основной источник тока, вторичный ток туда не может идти. Все уходит по ножке истока. Чуть-чуть попозже я расскажу о них поподробнее. И следом идет транзистор NPN типа. Тут схема работает наоборот. Как сказать, устройство то же самое. Буквы также латинские, но выполняют маленечко другую задачу. Также, где буква Е, это тот же исток, ток должен по нему как заходить, упираться в базу и уходить по истоку. Но этого не происходит. Данный транзистор, он предназначен как, наоборот, не усилять электричество, которое по нему проходит, а наоборот, ослабевать. Это вот простыми словами. Следующий у нас идет транзистор с N-базой. То есть тут все просто. Тут просто ток упирается в базу и все. Больше никуда не идет. Ну, лично я вот не знаю, где такие встречаются транзисторы. Я просто опять-таки привел для общего ознакомления с транзисторами. То есть раскрыл сегодняшнюю тему, какие бывают транзисторы в целом. И последний у нас это полевой транзистор с каналом N-типа. То есть у нас уже тут знакомые буквы, то есть кириллица. Это исток, затвор, сток. Вот. Обратите ваше внимание. Устройство по сути то же самое. Где буква И, исток. Ток опять-таки идет через базу, уходит на сток. И все. Ток больше никуда не идет. А вот где идет буква З, затвор, еще указано стрелочкой, то оттуда идет, скажем так, вторичный ток. То есть такой же ток, но откуда-то с другого источника. Переходит на базу и также по стоку уходит. При этом на исток он не влияет. Ну а теперь я раскрою поподробнее, что же такое это диоды в целом. И вообще, и в общем, и так далее. Выпрямительный диод предназначен для преобразования или выпрямления переменного тока в постоянный ток. Туннельный диод представляет собой два полюса. Их используют для усиления и генерирования электроколебания. Еще раз показываю, как выглядит на изображении номер 1. Далее идет обращенный. Служит для
обратных сигналов малой амплитуды. То есть малая амплитуда считается от 0,3 до 0,6 вольт. Что такое напряжение, что такое вольт, я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео. Ссылки будут в описании к видео и под описание к видео. Называющих малый прямой ток 10 микроампер и увеличивают обратный ток. Изображение номер 2. Следом идет световой диод. Применяют в устройствах визуального отображения информации. Самое первое изображение, которое я вам показывал. Транзисторы. То, что точно где-то встречается в машиностроении, то есть в ее электрической части. Предназначен для усиления электросигналов. То есть усиление электрического тока или наоборот, как сказать, ослабевание электрического тока. На данном изображении показано электрический ток с усилением, то есть ПНП типа. Варисторы предназначены для управления колебательными контурами в системах авто подстройки частоты. Изображение номер 1. Но вот лично варикапы я не знаю, где толком используется. Ну что ж, едем дальше. Условное обозначение полупроводниковых диодов состоит из 4 элементов. Первый — это буква или цифра, обозначает исходные полупроводниковые материалы. Буква Г. Цифра 1. Германий или его соединение. Буква К. Цифра 2. Кремний или его соединение. Буква А. Номер 3. Галлий или его соединение. Пункт 2. Буква указывает класс прибора, то есть буква D. Это диод, самый простейший, который я вам уже рассказывал, вот с генератором. С. Выпрямительный или блоки. Буква А. Диоды сверхвысокой частоты. Б. То есть В. Варикапы. И. Тоннельного образующего диоды. Н. Диодные тиристоры. У. Триодные тиристоры. Л. Светодиоды. Г. Шум. Вот это самое интересное. Я вот вообще таких не видел, а тем более не слышал. Но, если приводит пример, то и я не мог обойти их внимание. Буква К. Стабилитрон тока. Буква С. Стабилитроны. Пункт 3. Третий элемент состоит из 3 цифр, обозначающих название и качественные свойства прибора. Пункт 4. Обозначает классификацию диода внутри технологического типа по одному или нескольким электропараметрам. Ну, сегодняшняя тема была, скажем так, очень интересная, потому что если в предыдущих видео я рассказывал об устройстве радиодетали, по сути, полупроводникового прибора это тоже радиодеталь, но по ним ток просто шел, просто они работали и все. А тут ток, он, скажем так, работает с условием. То есть, чтобы транзистор начал работать, а не просто выполнял роль какого-то радиодеталь, который просто через себя пропускает ток, да, ему нужно накопить себе какой-то определенный электрический ток. То есть это какое-то напряжение, сила тока и так далее, чтобы
он уже открывал затвор и переводил электрический ток на другие потребители. Вот. Можно даже сравнить его с таким понятием, как предохранитель. То есть, что я хочу этим сказать, например, вот ток просто проходит через транзистор или диод, да, а вот когда ток в нем в нужном количестве накопился, открывается затвор, и нужный ток идет на потребителя. Вот, то есть, проще говоря, своими словами, полупроводниковые приборы — это своего рода указатели, которые работают при определенном количестве токи. Ну, на этом все. Всем спасибо. Если будут у кого-то какие-то комментарии, пишите обязательно. С удовольствием их буду читать. Также не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальцы вверх и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Ну, а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.